Привет, гайс! Сегодня проходим все квесты, которые стали сейчас у нас доступны. Ну и также найдем этого зеленого гоблина. Посмотрим, что у него там с собой. Итак, первый квест, я думаю, начну со Святослава Николаевича. Говорим с ним, он нам молвит, что Снегурочка попала в беду, а до этого мы там вообще целый мир спасли, и негоже это все просто так оставлять. Так вот, она попала в беду, и мы обязаны ее вызволить. Ищем мы некие записывающие устройства, что оставляла Снегурочка. И первая зацепка это снеговики из изнанки, что рядом с елкой. Говорим с морковным членом, и он поведает нам о всякой энергии, других мирах. В общем, все то, что ты увидишь под ЛСД-трипом. Короче, в ходе этого безумно интересного диалога нам нужно найти 10 таких же снеговиков, как он. Так вот, все метки на снеговиков присутствуют, так что найти их не составит проблем. Добежал до первого, и он дает такую награду. Все они будут давать одинаковые награды, так что умножайте то, что видите сейчас на 10. Но я бы не рекомендовал открывать эти персональные подарки, потом скажу почему. Еще кроме награды он дал мне запись Снегурочки. Каждый снеговик будет давать по одной записи. Я все это прослушал, и это просто тупо многоминутный тя Снегурочки, как она докатилась до жизни такой, где она находится и так далее. Все записи я оставлю в конце ролика, кому будет интересно. Если в целом, то Снегурочка попала в какое-то другое измерение и не может оттуда выбраться. Это все, что нужно знать за 10 минут ее разговоров. После снеговиков возвращаемся к Николаевичу и отдаем ему записки. Он их там настраивает и глубоко анализирует, я вижу, и отправляет нас на север. Найти еще 4 таких штуки. А, ебать, серьезно? Мне на шахты хуярить? Понял, это будет долго. Слушаем еще 4 записи нытья Снегурочки, и награда вот такая. Тоже умножайте на 4. Самое сложное это, конечно же, шахты. Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Спустя много попыток я таки позабирал все это и вернулся к Николаевичу. Отдаем ему записки и говорим, что мы обязательно ее спасем, ну а как же может быть иначе. Я тут уже думал, что наконец-то будет что-то интересное, а нет. Как бы все, конец. Продолжения нет. Придется непонятно сколько ждать, пока разрабы завезут продолжение. Эх, не нравится мне такое растягивание квестов. Ну да ладно. Следующий квест это полигон. Вообще начал я этот квест, когда бегал за северными снеговиками. Тут мне нужно было просканировать сигнал и найти вход. Встретил меня тут данж, если это так можно сказать. Просто нужно отбить пару волн сосочей, которые идут по 3 штуки. И все. Говорим с главным, он такой: спасибо, без тебя бы не справились. Ну а как иначе, если тебя Мотыга зовут? Они диггеры, у них крупный заказ и, конечно же, без нашей помощи никак ничего не могут сделать. В общем, бежим в лес, если за сталкеров, и на яму, если за бандитов. Заходим в данж и убиваем пару мутантов. Далее у нас появляется неработающая установка, и нам нужно идти к старьевщику на свалку. О да, браво, разрабы. Сейчас тут такой вид нам, что просто пиздец и нереально добежать. Ладно, собрались в пачку и добежали. Говорим со старым шизом, и он отсыпает немного барахла и рассказывает, где находятся нужные нам компоненты. Они на армах, если за столков, и на дураках, если за бандосов. Заходим в данж, и это просто самый коридорный данж, который я только видел. Тут буквально коридор 15 метров и 3 мутанта. Разленились разрабы, разленились. Собираем в ящиках компоненты и идем к установке в лесу или яме. Теперь чиним ее. Правильный порядок на видео. И заходим в сам данж. Нажимаем на кнопку и чуточку паркурим. В этой комнате убиваем 2 пачки сосочей и идем дальше. Запутаться вы не должны, так как тут все линейно. Далее запрыгиваем сюда в вентиляцию и зачищаем последнюю комнату, где освобождаем мотыгу. Далее выполняем простой квест. Нажимаем на переключатели по очереди, когда загорается красная лампа. И все, дальше телепортируемся к старому и говорим: так-то и так-то, гони награду. Он дает нам немного добра и квестовую штучку. Как ее использовать, непонятно. Возможно, тут также будет продолжение квеста в будущем, когда и на Снегурку сделают. В общем, теперь вот этот зеленый гоблин. Он есть на кузне в центре вот здесь и на свалке тут. Купить у него можно скин и журнал с Фури Проном. По лицу его видно, что он уже фапал на это, да? Покупается все это за подарки, вот такое количество. Поэтому я и говорил ранее, что лучше не открывать персональные подарки.
чтобы обменять у Гринча, а то бежать с таким количеством выпадаемых подарков очень рискованно. Также он ресается, когда буря, и немного времени после бури. А то буря закончилась, и он тут еще был. А потом он вообще через пару минут пропал, когда я прибежал с дополнительными подарками. Ну, либо у него несколько точек спавна, и он перемещается по них. В общем, на этом у меня все. Ждем продолжения квестов и качаем елку. А вот и, собственно, все записи Снегурочки. Так, соберись. Ты же Снегурочка. Просто соберись. Упорядочим мысли. Пусть текут последовательно. Кажется, так говорил Святослав Николаевич. Просто говорить вслух. Это должно успокоить. Святослав Николаевич нашел способ отправить меня в мое время. Я помню, как шагнула в пузырь, думая, что скоро окажусь дома. Но оказалась здесь. Это не мой дом. Не то место, которое я помню как дом. Ошибки в расчетах не могло быть. Конфигуратор работал, я сама видела. Я не должна была оказаться в этом. Что это вообще? Да за что? Я же просто хотела спасти свой дом. Остановить Гринчука, не дать ему погубить зону. И что в итоге? Застряла из-за этого в прошлом. Только-только у меня появился шанс вернуться домой. И снова пришлось спасать мир. Я отказалась? Нет, я делала то, что нужно. На кону были более важные вещи, чем мои желания. Но после всего этого я должна была попасть в свое время, к своим друзьям, в зону, к которой привыкла. Мы же все проверили, все рассчитали. А здесь... Здесь не зона, не изнанка. Я вообще не уверена, что у этого места есть хоть какое-то название. Черт, за что мне все это? Отставить панику, включить логику. Я должна была вернуться в свое время. Представим, что вернулась. Могут ли изменения в мире быть последствиями эффекта бабочки? Из-за того, что я наворотила в прошлом. Пользовалась помощью местных, показывала технологии, значительно опередившие время. Для пространственно-временного континуума это не могло пройти бесследно, и теперь в будущем, то есть в моем настоящем, все по-другому. Нет, не хочу даже думать о таком. Мир не мог измениться так сильно. Должны ведь были сохраниться знакомые образы. Думай. Что если тот пузырь не подходил для перебросок с таким разрывом по времени? Или повреждения конфигуратора оказались сильнее, чем мы думали? Тогда он просто не должен был сработать. Искривление временного коридора? Неправильный расчет? Реакция на сферное вмешательство? Но Святослав Николаевич должен был все предусмотреть. А что, если мост Эйнштейна-Роза на Трескуна еще не закрылся? Вдруг я могу попасть хотя бы обратно в прошлое? Пожалуйста, пусть это сработает. Надо только найти точку выхода. Я все еще в этом месте. На что я вообще надеялась? Что брешь во времени будет существовать вечно, чтобы я могла бегать туда-сюда, сколько вздумается? На такое был способен только кластер энергии Ноосферы, который пришлось уничтожить из-за Гринчука. Все из-за него. У нас ведь были такие перспективы. Научный прорыв, уникальные исследования. И все накрылось из-за ученого с комплексом Бога, который решил, что имеет право переписывать историю. Узколобый болван с манией величия. Он мог разрушить жизни стольких людей, если бы мы его не остановили. Остановили, да. Теперь разрушилась только одна жизнь. Моя. Почему этим не мог заняться кто-то другой? Бегать в прошлом, застрять непонятно где. Зачем я вообще в это ввязалась? Могла бы быть сейчас дома и ни о чем не переживать. Никогда не прощу этого Гринчуку. Никогда. Я думала, что могу найти выход из любой ситуации. Любой. Наука, жизнь в зоне, физическая подготовка. Я всегда старалась быть лучшей. Из кожи вон лезла, чтобы доказать, что все могу. Радовалась как дура, когда попала в научную группу Гринчука. Думала, наше исследование изменит мир. Помогала разобраться с кластером. А он собрал ближайшее окружение из тех, кто прогибался под его безумные идеи. Среди них были мои друзья, и я не смогла их отговорить. Решила, что мне под силу остановить Гринчука в прошлом. Если бы не помощь новых друзей, я бы даже оборудование найти не успела. Узнала про сопряжение с Ноосферой, даже тут сама не справилась. Мои планы не срабатывают. Все вечно идет не так. Зачем лезу куда не надо? Почему решила, что могу помочь миру, если я даже себе помочь не могу?
Пора признать, что я просто неудачница, которая много о себе возомнила. Сегодня я нашла снеговиков. Точнее, здесь они выглядят совершенно по-другому, но это те самые жители изнанки. Так обидно, что я не могу с ними полноценно разговаривать. Только эмпатический обмен состояниями. Хотя наш диалог сейчас не отличается разнообразием. Мое бессилие и их сочувствие. Зато я, кажется, поняла, что они как бы существуют одновременно повсюду. И в зоне, и на изнанке, и здесь. А может, и еще в каких-то местах, о которых мы не знаем. Как бы я хотела иметь оборудование, чтобы исследовать этот феномен. Ну, а чего нет, того нет. Зато через них можно передавать мои записи. Понятия не имею, куда они попадают. Остается только надеяться, что в хорошие руки. Я успокаиваю себя надеждой, что когда-нибудь записи могут дойти до Святослава Николаевича. Он бы точно нашел способ вытащить меня отсюда. Но я тоже не собираюсь сидеть сложа руки. Попробую больше узнать о снеговиках. Вдруг получится с их помощью вернуться в наш... Не знаю, сколько времени я провела рядом с жителями изнанки, оказавшись в этом мире. Время здесь ощущается иначе. Пыталась использовать ту электронику, которая была у меня с собой, но ее недостаточно, чтобы наладить полноценный контакт или исследовать природу их многомерности. Пыталась транслировать снеговикам просьбу о помощи, но в ответ ловила только их сочувствие. Мои сообщения они передают исправно. Не представляю, как. Но этого все равно недостаточно. Я все время пытаюсь придумать, как еще можно использовать изнаночников. Простите, ребята, я не это хотела сказать. Ваш возмущенный эмоциональный фон меня сбивает. Так вот, использовать это, конечно, неправильное слово, но суть та же. Меня трясет от мысли, что какой-то жалкий кусок пластика и кремния легко отправляется в наш мир, а я стою рядом и даже не чувствую, как дотянуться до выхода. Похоже, пора признать, что жители изнанки мне ничем не помогут. Так странно наблюдать, как меняются приоритеты. Еще недавно я переживала насчет конца света, и мне казалось, что нет ничего значимее, чем слияние ноосферы с материальным миром. Я обратилась к Святославу Николаевичу, чтобы вернуться домой, но вместо этого помогала ему спасти мир. И, черт возьми, да, мне это нравилось. Если занимаешься чем-то важным и нужным, то как будто живешь не зря. Так мне казалось, по крайней мере. Но какой в этом смысл, если я спасала мир, который больше никогда не увижу? Это звучит жутко эгоистично, я знаю, но я ведь могу хоть раз в жизни подумать о себе, а не о других. Зона живет обычной жизнью. Люди делят территории, ищут артефакты, дружат, убивают, пьют, смеются. И даже не подозревают, чего избежали. И не ценят того, что имеют. А я что угодно бы отдала, чтобы сейчас оказаться на их месте. Но понятия не имею, как это сделать. Сегодня вспоминала Большую Землю. После того, как кластер энергии ноосферы был уничтожен, я думала, что шанса вернуться в будущее больше нет. Поначалу с этим было непросто смириться, но потом стало проще. Я решила использовать этот шанс по максимуму. Посмотреть на прошлое, пожить обычной жизнью. Даже мечтала стать актрисой. Самое смешно. Актрисой, конечно, не стала, но на Большой Земле было столько интересного. Старые технологии в действии. Люди с другим менталитетом, обычаями. Я еще шутила про себя, что будто в другом мире оказалась. Знала бы я тогда, что значит по-настоящему оказаться в другом мире. Тут страшно, опасно, страшно и одиноко. Почему мне не сиделось в прошлом? Если бы я не искала способ вернуться, если бы не вышла на Святослава Николаевича, у меня была бы нормальная жизнь. Не такая, как мне хотелось, но нормальная. Может, пора уже перестать пытаться изменить что-то к лучшему. Я всегда делаю только хуже. Одиночество хуже всего. Человек социальное существо, это всем известно, но я никогда не задумывалась, насколько важны люди лично для меня. В моем времени рядом всегда были друзья, знакомые, коллеги. Отправляясь в прошлое, я была готова, что придется действовать в одиночку. Но так сложилось, что я встретила по-настоящему прекрасных людей, которые были готовы мне помочь, не считаясь с рисками. И сейчас мне их не хватает. Марженко с его смешной манерой разговаривать и неизменным позитивом. Его ведь ранили, пока я спасала ретранслятор.
Было ужасно стыдно. Он только шутил, что моя миссия важнее. Святослав Николаевич, знаниями которого я восхищалась. Высокий, загадочное существо с изнанки. Как мне не хватает его анекдотов. Он мог развеселить кого угодно, когда излагал их с важным и серьезным видом. И еще кое-кто. Не хочу говорить о нем в записи. Это слишком личное. Знали бы вы, как вы нужны мне сейчас. Пора признать простой факт. Сейчас у меня нет ничего, что помогло бы вернуться домой или обратно в зону прошлого. С собой только элементарная техника, почти никаких запасов пищи и нулевые знания о мире, в котором я оказалась. Если я продолжу сидеть возле снеговиков, жалеть себя и отправлять сообщения, шансов на возвращение хоть куда-нибудь у меня не прибавится. Этот мир суровый и страшный, но придется смириться с тем, что я здесь надолго. И, возможно, проведу тут остаток жизни. Придется научиться приспосабливаться и выживать. Получилось в зоне, получится и тут. Не знаю, смогу ли я отправлять новые записи, но на всякий случай, знаете, я не сдалась. Перестала надеяться на чудо, искать легкий выход, ждать чьей-то помощи, но не сдалась. Я могу рассчитывать только на себя. И обязательно найду способ отсюда выбраться. Способ вернуться домой. Но что есть мой дом сейчас? Наверное, ты никогда это не услышишь. Просто это помогает. Представлять, что я говорю с тобой. Помнишь нашу первую встречу? Меня так подкупала твоя уверенность. Совсем меня не знал, но был готов помочь. Выполнить любую просьбу. Выслушать. Поддержать. Мне так не хватает этого сейчас. Я прокручиваю в голове наши разговоры, чтобы не сойти с ума в одиночестве. Рассуждаю вслух о том, что со мной происходит, и воображаю, что бы ты мне ответил. В прошлом было много хороших людей, которые мне помогали. Но только с тобой мы по-настоящему сблизились. Иногда у меня даже мелькала мысль, что я не так уж и хочу обратно в свое время. Но даже самая крепкая дружба казалась не стоящей таких жертв. А теперь в этой дыре я вспоминаю тебя, а не будущее. И именно мысли о тебе дают мне силы двигаться дальше. Я всегда считала, что всем довольны могут быть только глупые люди. Остальные видят свое несовершенство, пытаются стать лучше, умнее, сильнее. И я старалась добиться большего каждую минуту своей жизни. Гринчук был таким же. Наверное, поэтому мы с ним поначалу так хорошо сработались. Непрерывная учеба, физподготовка, решение прийти в зону, связать свою жизнь с наукой и совершать удивительные открытия. Это все должно было помочь мне добиться успеха и стать счастливой. Видимо, мне надо было оказаться на самом дне, чтобы понять, что счастливой я уже была. Когда я сдавала научные статьи, училась видеть аномалии, проводила исследования, во все моменты, которые считала только проходным этапом на пути к цели. Ну какая же дура. Так старательно игнорировала, насколько моя жизнь была прекрасна. Так редко говорила близким, как они мне дороги. Так редко радовалась тому, чего уже добилась, и продолжала считать, что этого недостаточно. Что счастье я еще не заслужила. Но когда приняла решение отправиться в прошлое, чтобы спасти все, что я люблю, до меня наконец дошло, что значит ценить настоящее. Я боюсь сломаться. Всю жизнь считала себя стойкой. Справлюсь с чем угодно, ни под кого не прогнусь, останусь верной себе. Если я сломаюсь, это буду уже не я. А это место, оно отнимает желание бороться. Мне помогает только одна мысль о человеке, с которым я познакомилась в прошлом. Он никогда не говорил «это невозможно». Он всегда был готов действовать, не задумываясь о том, сколько потребуется времени и усилий. Мог потерять все из-за своего упорства, но шел на риск. И делал это лишь потому, что я сказала ему. Для мира это важно. И для меня тоже. Не знаю, какой из аргументов был решающим. И боюсь, что не узнаю уже никогда. Мы о стольком не успели поговорить. Но он всегда будет для меня примером несгибаемости. Каждый раз, когда начинаю себя жалеть и мечтать, чтобы он снова оказался рядом, я вспоминаю, что он уже помогает. Тем, что вообще существовал в моей жизни.
И я снова обещаю себе, что не сломаюсь. Пустота, одиночество, страх. На одной чаше весов. На другой — дом, друзья, улыбки, наука. Я стараюсь уравновесить теплыми воспоминаниями все плохое, что окружает меня сейчас. Говорю себе, что это черная полоса, и за ней обязательно будет белая. Все станет лучше. Это же закон жизни, иначе не бывает. Но оно не становится. Я пытаюсь справиться, пытаюсь что-то сделать, но все бесполезно. Я даже не понимаю, что на меня давит больше. Это место или собственные мысли. Все спуталось в большой клубок. Я пытаюсь разобраться, объяснить свои эмоции, но за какую бы нить ни тянула, натыкаюсь на очередные страхи. И снова вытаскиваю воспоминания о том, что меня радовало. Прокручиваю свою жизнь, чтобы убедиться, что всегда были взлеты и падения. Просто на этот раз падать оказалось слишком больно. Знаю, мечтать о лучшем исходе и обнадеживать себя — это глупо, но ничего не могу с этим поделать. Грежу о том, как выберусь отсюда и как буду радоваться каждой минуте, каждой мелочи. Память о пережитом не даст притупиться восприятию. Мне проще верить, что это временно.